Овны мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. Вот давайте узнаем подсказки карт на будущее или каковы события ближайшего времени, с чем это будет связано, события ближайших дней. Второй прогноз на 10 дней, на декаду. С 1 по 10 января. Начало Нового года 2025. Давайте заглянем в это будущее. И хоть у нас могут быть праздники такие затяжные у некоторых, а у кого-то, наоборот, очень много работы. У каждого здесь по-своему. Но все же, что нам подскажут карты? И в самом начале нашего традиционного расклада мы достанем 4 карты на колоде Ленорман. Мы не будем задавать вопросы, а позволим картам провести той цепочкой событий, которые они видят. С чем нам придется столкнуться? Что нас ждет? Или что изменит наши планы? Может быть, какое-то событие, которое будет влиять напрямую на вашу жизнь и заставит вас что-то пересмотреть, передумать. Итак, 4 карты на колоде Ленорман. Как раз Ленорман событийный ряд больше и нам демонстрирует. Что же для знака зодиака Овен будет наиболее актуально? 4 карты. И на колоде Таро мы дополним. И первую карту, которую мы с вами достанем, неожиданность. Что же за неожиданности и сюрпризы могут вас ожидать с 1 по 10 января? С чего начнется Новый год? В чем ваша сила? Что вам помогает? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Здесь и документы, и учеба у кого-то. Финансы, энергии смотрим. И личная жизнь. Достанем, конечно, карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же за события? С чем это может быть связано? Мои дорогие девочки, это могут быть, понятно, вопросы вашей личной жизни, это могут быть важные партнерские отношения по работе. Эта карта мужчины может символизировать как и начальника, руководителя, так и, к примеру, вашего отца. И в этой колоде есть 2 карты: мужчина и женщина, как бы 2 пары. Первая пара, она такая более эфемерная, это где-то на уровне наших желаний или планов. А вторая вполне конкретная, это земные люди. И вот эта карта как раз к земному человеку, к уверенному, надежному относится. Поэтому либо по личной жизни это партнерство, либо это какое-то взаимодействие с другим мужчиной, который будет, ну, тоже партнером, но в одной из других сфер жизни. Или, может быть, вы отправляетесь согласовывать какие-то документы, значит, есть та персона, которая вам или помогает, или дает какой-то ценный совет, или от его решения напрямую будет зависеть продолжение ваших планов. Может быть и так. Я, конечно, больше склоняюсь к тому, что все же первые 10 дней начала года – это больше про личную жизнь. Мои дорогие мужчины, овны, это где-то вам нужно быть, ну, как лидером, причем не в словесном каком-то поединке, а тем лидером, который берет на себя ответственность, потому что земной человек нам показан. Может быть, и вы как раз, мои дорогие, будете что-то либо кому-то помогать, либо просто вы организовывать будете что-либо, или участвовать в делах своей семьи. Ну, все равно мужчина лидер, как вот ни крути по этой карте. И значит, у вас больше силы, больше будет, ну, может быть, и вдумчивости какой-то, решить тот или иной вопрос, который касается благополучия, потому что в этой колоде карт это именно больше нам про благополучие говорят. И, может быть, это ваши какие-то приоритеты лично для вас самих, которые вы хотите достичь. Для кого-то эта карта будет, для мужчин означает, что много работы, той конкретной, которая в последующем принесет деньги. То есть не труд ради занятости, а когда мы трудимся для того, чтобы обустроить, опять же, наше благополучие. Очень символично с учетом того, что Уран у нас в ретро-движении в знаке зодиака Телец еще в январе. Давайте посмотрим, какое следующее событие. Хотя и для мужчин тоже ведь могут быть какие-то контакты с конкретным лицом, может быть, партнерские отношения по бизнесу, по работе. Опять же, это тоже не могу отрицать. И второй аркан у нас развилка. Выбирать что-то вам придется.
как и девочкам, так и мужчинам. Развилка. Одновременно в 4 стороны мы никак не пойдем. Придется выбрать что-то одно. Может быть, вопросы, связанные с переездом, или приезд человека к вам, или вы должны в какой-то другой сфере, опять же, сделать какой-то жизненно основополагающий выбор. Когда эта карта выпадает, мы что-то обдумываем. Возможно, вы уже и определились с чем-то, но для того, чтобы вы осуществили какой-то свой план, намерение и цель, вам еще нужно согласовать многие вопросы. Может быть, это касается и личной жизни. Нам ведь карта не говорит, чего или какая энергетика. Конкретно выбор. И есть какая-то данность. Это для всех, что нам хотят сказать карты. Не говорят о том, что мы куда-то торопимся, кстати. Ни одна из карт. Давайте откроем третью карту. С чем это может быть связано? Правда, какой-то сложный выбор у вас, мои дорогие овны, как для девочек, так и для мужчин. Понятно, у каждого по-своему, и у каждого это будет какая-то личная история. Личная она может быть, кстати, ну, как в плане личных отношений, если мы говорим любовь, эмпатия. Может быть, уже и не любовь у кого-то, и совсем не эмпатия, но тоже есть ряд вопросов, которые вам предстоит еще только решить, согласовать. Или пусть это будет работа, значит, по работе тоже есть какие-то подвижки, когда вроде бы и перспективы открываются, но что с этим делать, мы пока не знаем. Когда выпадает аркан книга, есть определенная тайна. Мои дорогие овны, вы можете столкнуться, как и девочки, так и мужчины, с тем, что получаете информацию, и она для вас несколько неожиданна. Вот как раз с учетом уже 3 арканов, которые мы с вами раскрыли, это как получение какой-то новости, когда мы вынуждены, может быть, делать выбор. Или мы понимаем окончательно, что как прежде, так уже не может быть. И не потому, что как-то мы сами инициировали что-либо, а нет, тут, скорее всего, жизнь, обстоятельства или, может быть, какое-то дело возвращается с человеком, или вопрос, который вам нужно решить уже точно, окончательно, чтобы ничто не напоминало, ничто не возвращало вас назад. Либо это какая-то обстановка вокруг вас, когда тоже приходится делать выбор. Для кого-то из вас выбор по работе, когда еще и дополнительно вы решите что-то изучать, может быть, менять сферу деятельности вообще кардинально. Или изменения происходят, опять же, в обстановке вокруг вас, и вы понимаете, мне нужен дополнительный заработок, и вы его ищете. Потому что часто по аркану книга проходит еще и документы согласования, и какие-то наши действия, которые в последующем приведут к материальному успеху. Мы не просто изучаем что-то ради любопытства, а мы изучаем для того, чтобы обустроить какое-то дело или решить какой-то злободневный вопрос. Ну, по крайней мере, вопрос именно важный. Может быть, и тайна открывается. Это тоже, вот как я сказала, приходит какая-то новость. И тогда продумать, что с этой новостью нужно делать. Или какие ваши последующие шаги. Вот такие вопросы, как бы те события, которые вам придется решать в первые 10 дней января. И выпадает женщина, кстати. Вопросы пары. Это точно, не на последнем месте. И женщина, я говорила, 2 пары существуют, мужчина и женщина. Так вот, мужчина, он конкретный, он реальный, а женщина – это только наша мечта. Поэтому, мои дорогие мужчины, это может быть какая-то важная особа, которой вы проявляете интерес. Или вам она очень интересна, притягательна, магнетизм какой-то присутствует. Но вы пока не знаете, что от нее ожидать. Вот может быть у кого-то так. Потому что либо где-то человек умеет хранить молчание, умеет много не говорить, много не распространяется. Может быть, человек самодостаточный, и помимо какой-то истории любви есть личные амбиции, и это не есть плохо, это есть хорошо, но тогда она вам может показаться словно с другой планеты. Или она не откликается, может быть, мои дорогие мужчины, на те способы ухаживания, которые вы, ну, для себя наметили, или что для вас более приемлемо. Она какая-то не такая. Вот пусть это не у всех, но у кого-то конкретно так может проиграться. Мои дорогие девочки, это значит ваши какие-то планы, которые вы строите на будущее.
Вы пытаетесь перевести в реальную жизнь и продумать, наверное, до мелочей, так, чтобы не было ошибок. Желаний вы понимаете в первые 10 дней января. Желаний у меня миллион, может быть. Но ощущение, что нельзя себе навредить. Вот этот выбор нужно как-то сделать, ну, максимально четко. Не случайно вверху у нас развилка. А для кого-то из мужчин это та женщина, будем мы вместе или нет, может быть и так. Но есть определенно, как в паре, какое-то сотрудничество, взаимодействие. Но что дальше будет, нам карты не говорят. Значит, где-то в эти первые 10 дней. У кого-то ведь может быть новое знакомство. И неважно, кто меня сейчас смотрит. Мужчины или девочки. Ну, вот как-то переложите вот эти тонкие нюансы на свою личную жизнь. Конечно, кто-то переложит и на труд, или на вашу занятость, но я так вижу, что тут, скорее всего, какая-то личная история. Может быть, та, которая началась недавно. Или это планы семьи, такое тоже может быть. Или все же это какая-то история, которая была прежде. И тоже надо провести баланс, какую-то черту, если уже какие-то отношения закончились однозначно. И вы понимаете, что нет ни вдохновения, ни взаимопонимания, но жизнь продолжается, и мы все приходим на планету Земля, чтобы быть счастливыми. Но, может быть, с прежних отношений еще не решены какие-то вопросы, и тогда вы тоже, вам захочется именно баланса, вам захочется больше определенности, а не каких-то планов ради планов, или ну, пусть даже какая-то влюбленность ради влюбленности. Нет, здесь хочется надежности от начала до конца самых первых чисел года. Давайте мы узнаем, что же за неожиданность. Ну, личная жизнь не на последнем месте. А вы знаете, нет у вас тут неожиданности. По четверке пентаклей разве вот какой-то прагматизм лично ваш, он вам будет как неожиданность. Раньше бы вы поступили больше на импульсе, а здесь нет. Овен решит подумать: нет, дай-ка я тут попридержу коней, не буду я тут лететь вперед, зачем мне это нужно. Четверка пентаклей, карта жадины, я ее так называю. Но здесь и буквально внимание к своим финансовым активам. Может быть, хотели вы какие-то подарки сделать на Новый год, на праздники, более такие помпезные, а здесь вы можете решить, что да нет, вот как-то праздники вроде закончились, но, может быть, у кого-то продолжаются еще какие-либо события, или все же подарки, да. Иногда так получается, что подарки мы дарим позже, почему нет? То вы можете продумывать, что обойдетесь какой-то иной суммой. Либо это уже вы издержались где-то до этого периода, и уже финансовые активы вы подсчитываете более методично. Но не хочется тратить деньги, это точно. Поэтому в неожиданностях какой-то финансовый баланс, учет или откуда ко мне приходят деньги, в каком количестве, на что я могу рассчитывать, как мне это распределить. Ну вот в неожиданностях есть какие-то такие темы финансовые, но это не совсем неожиданность. Это то, что, в принципе, вы сами делали, или вы сами покупали что-то, или вы то, что собираетесь только покупать. Но это дела земные, по сути дела. И не такая крупная карта, но она где-то дает совет не очень торопиться тратить деньги, больше где-то быть осторожным по части финансов. И даже если ничего подобного, то, что я раньше сказала, у вас по карте нет, как финансовой бреши, значит, я могу предположить, что какая-то сумма денег вам может понадобиться потом. Кто это знает? Все же жизнь не бывает полностью предсказуема. В чем же ваша сила, что вам буквально помогает? Вот вы знаете, вам как будто придется менять направление. Вот не случайно карта развилка. И в этой колоде карт паш мечей. Молодой человек задумался, серьезное лицо, меч как будто так в руках держит наготове, но он не действует, он обдумывает. Видно, надеюсь, это видно и на карте вам, как будто он очень сосредоточен, он понимает, что он что-то сделал до этого времени в одном ключе, а теперь как будто вот продолжать я так не могу. Мы меняем направление по этой карте, но прежде чем мы на что-то решимся, мы должны провести баланс в нашей ментальности. Мы разобраться с самим собой должны, что следует продолжать, а от чего мы откажемся, вот этот меч наготове. Но посмотрите, меч, он никуда не торопится. Почему я сказала? Две птицы успели
Усесться на этот меч, значит, он им не размахивает, значит, он не проявляет никакой агрессии, он просто обдумывает, но более чем рационально. Вот и вам нужно быть. В чем ваша сила? В рациональности. Совершенно не в таких энергиях, не в горячности, а где-то больше в прагматизме. Вот такие 10 дней января для вас. И в том, что вы, может быть, математически будете просчитывать, опять же, финансы, или по части вашей работы, занятости, для себя тоже наметите приоритеты. Вот давайте узнаем дела, работы, бизнес, учеба, документы. Тут какие-то возможности открываются. Может быть, по части возможностей это как раз то, что вы обдумываете. Стоит на что-то соглашаться или нет? Стоит что-то развивать или я еще понаблюдаю? Или, ну, все же по этой карте это словно помощь высших сил приходит, поэтому как шанс какой-то. У кого-то проиграется так, что буквально вы получите деньги, те, которые задерживались, может быть такое, в первые 10 чисел января. И тогда нужно быть их с ними аккуратными. По этой карте иногда к нам приходит письмо, конкретно либо бумага, документ, ну, у кого-то проиграется, может быть, в мессенджерах сообщение или в целом какое-то известие. Но помните, это карта шанса. Безусловно, любой туз– это возможность. Так вот, этот какой-то шанс, он именно у вас идет через финансы. Поэтому, как и новая должность, словно может появиться, или как-то складываются обстоятельства, ситуация, когда вы можете как прорыв в своей карьере сделать, и тогда вы будете держать руку на пульсе. Либо есть возможность решить тот или иной вопрос, который касается оформления важных документов. Или начало вашей деятельности какой-то новой или новой возможности заработка, может быть, через вторичный доход, или на работе там у вас тоже какие-то меняются, или порядок, или структура, или к вам, может быть, обратиться кто-то, к примеру, больше какая-то занятость у вас будет, оно и вы за это получите больше количества денег. Ну, есть финансовые, самые разноплановые моменты, которые у вас могут проиграться, дела, работа, бизнес или с документами, когда открывается новая возможность. Поэтому держите руку на пульсе. И вместе с тем будьте прагматичны и где-то расчетливы. Не торопитесь. Что же сами по себе финансы? Тут, правда, паж жезлов, второй паж. Мы что-то должны изучить. Куда-то перед тем, как отправиться или на что-то согласиться, взвесить нужно все за и против, обдумать что-то, понимать, что если мы соглашаемся, то в последующем это для нас может быть какая-то степень ответственности. Вот, кстати, ответственность, мы с вами говорили, может быть, как раз об этом вы про свои какие-то позиции и будете продумывать с самых первых чисел января. По пажу жезлов нам еще что-то интересно. И здесь может быть, опять же, изучение именно потому, чтобы, как финансовая грамотность, может быть, сохранить деньги или эти деньги во что-то вложить и не прогореть, например, или не ошибиться. Но денег хочется больше. Вот это я могу сказать точно. Вы можете просто прочувствовать этот момент почему-то в первые 10 дней января. И будете искать новые пути, подходы для того, чтобы этих самых денег у вас была возможность заработать больше. Самые разные пути. Личная жизнь. И снова король пентаклей. Может быть, это ваш партнер. Для людей семейных, посмотрите, у нас начало идет с мужчины и король пентаклей. Где-то мужчина– это все то, что олицетворяет король пентаклей. Это и деньги, это и та успешность, которую человек построил сам. По этой карте проходят еще и банковские сотрудники или служащие. Достаточно статусная эта карта, поэтому для кого-то, как я говорила, вопросы статуса. Но и если мы на семью перекладываем или на личную жизнь мы спросили, то это опять же надежные люди. И тут уже не важно, кто меня смотрит. Здесь может быть как важный партнер для вас, ну, для людей семейных он понятен, но для кого-то из вас либо встреча действительно могла быть с человеком, пусть он вам еще пока непонятен, или словно, ну, где-то он на своей волне, но вас он может привлекать тем, что
если даже вы и еще и не успели узнать друг друга более близко, но вы можете интуитивно чувствовать надежность человека. Для кого-то личная жизнь, увы, не только про любовь, это, опять же, ваши планы или ваши честолюбивые какие-то намерения и цели, и тогда для кого-то это много работы может проиграться именно потому, что открываются сейчас какие-то перспективы и возможности. Или, может быть, на работе у кого-то происходят изменения, перемены руководства. Но для вас, мои дорогие овны, все равно как будто перспектив больше. И вы сами по себе мало что в рациональных энергиях первые 10 дней, так вы еще и достаточно расчетливы. Совершенно обратите внимание, практически ни одной карты вашей энергии. Вот, наверное, начало 2025 года, да и на последующий период, вам ведь, по сути дела, как миссию какую-то нужно свою выполнить. И вот это ваша активность, вы сильные люди, энергичные люди. Так вот, вашу энергию нужно направить на благо самому себе или самой себе. И понятно, что если прежде, зная вас, кто-либо мог вам поручать какие-то дела, когда, знаете, вот нужен действительно какой-то прорыв или нужно решить тот вопрос, который, ну, где-то без агрессии определенной, в хорошем, здоровом смысле, ты не решишь. Ну, если отправить туда, ну, какого-то более такого мягкосердечного, скажем, человека, он вопрос не решит. Тут нужна определенная настойчивость, сила убеждения и сила убеждения самого по себе человека. Тут много нужно таких личностных качеств, условно какую-то брешь, может быть, преодолеть. И вот вам будет, знаете, надоест где-то, или вы можете проанализировать, я не хочу быть для кого-то тем тараном, который, допустим, я один из вариантов говорю, так вот мне не хочется быть больше тем тараном, когда я осуществляю чьи-то планы, но не свои. Или, например, когда я помогаю кому-то, но бонусы получаю, опять же, не я, а кто-то другой. Вам вот эту силу, мои дорогие овны, ну или, по крайней мере, вот где-то эта мысль, она вас может посещать как раз в первые 10 дней января. Все это как внутренняя, ну, какая-то перестановка с ваших приоритетов. Она, видимо, вам в первую декаду совершенно необходима, чтобы потом для себя более правильный фарватер выбрать. Давайте мы откроем карту совет. Ну, Овен победитель, тут нечего говорить. Вы правда сумеете решить какой-то вопрос. Но вот все то, что я только что сказала. Победы должны быть лично ваши. И эту победу не должен забрать никто. Кстати, 6 жезлов об этом как раз тоже и говорит. И говорит, что ты не можешь успокоиться, ты должен в последующем все контролировать. Ты должен не ослабевать хватку, имеется в виду, наблюдая за тем, что говорят люди, как они относятся. То есть это не значит, что мы меняем от общественного мнения свое личное мнение и взгляды или свои принципы. Но контролировать стоит. Иначе, как только контроль ослабнет, все может пойти кувырком. Примите это к сведению. Шестерка жезлов всегда об этом говорит. Почему? Практически, ну, в основных колодах Таро всегда изображен победитель на коне, а вокруг него толпа. Но почему-то лицо у этого победителя очень уставшее и не очень веселое. Потому что он знает цену победе. Раз. И знает переменчивость толпы. Два. Вот эти два фактора. Учтите, мои дорогие овны, потому что на 10 дней, а то и на весь год с этого начинается, с какой-то победы, какая-то возможность. Но это должны быть ваши приоритеты. Или, если вы решили какой-то вопрос, значит, успокоиться тоже не можем. Вы не можете, мои дорогие овны. Как будто продолжение следует. И есть еще, видимо, какая-то задача, которую либо нужно продолжать, либо продолжить изучать, что-то вам придется, либо себя где-то корректировать и менять в другие энергии. Для самого себя сделать больше благ, более быть осторожным, вот как этот король Пентаклей, более таким прагматичным, расчетливым. Но все об этом. В таких энергиях, по крайней мере, начинается Новый год и январь. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.